Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я его создатель и ведущая Екатерина Варади. А, Вообще, иногда не должно происходить никакого чуда, никакого какого-то большого события для того, чтобы твоя жизнь или твой взгляд на какую-то вещь изменились. Иногда достаточно просто одного разговора. И вот сегодня такая удивительная вещь, такой удивительный разговор произошел со мной. Значит, что касается сегодняшнего дня, то это, знаете, я сегодня была такой живой иллюстрацией к тому, что такое эмоциональные качели. Вчера я записывала видео и говорила вам, что все, мне плохо, я просто в самой нижней точке этих эмоциональных качелей. У меня слабость, я слезы, не хочу ничего, хочу, чтобы Ванька был рядом. Сегодня эмоциональные качели перевесились на совершенно другой край, и я сегодня выспалась. Муж утром, оказывается, Джек вышел из комнаты, я этого не слышала, потому что спала. Он с ним погулял, он его покормил и уехал в Будапешт. А мы на даче были. И мы планировали сегодня ехать. Сначала он, потом я, мы на 2 машинах. И я тоже собиралась ехать, да, но потом я позвонила в то хозяйство, где мы обычно покупаем фрукты, и выяснила, что сегодня у них ничего нет, а завтра они соберут мне свежие персики. И я думаю, не поеду я сегодня, поеду завтра, потому что то, что я планировала сегодня сделать, то я могу делать и дома. И я осталась. И слушайте, это так здорово, потому что, как я уже говорила, я выспалась. Мне не нужно было никуда бежать. Я просто валялась, устроила день такого ленивого сурка. Я валялась на кровати с Джеком, немножко отдыхала. Но в основном мне становится скучно, когда я отдыхаю долго. И я стала искать всю информацию, заниматься каналами, искать похожие каналы, чтобы понять, каким образом я могу привлечь слушателей, потому что я же хочу для этого помочь людям, а для этого надо, чтобы они меня находили. Ну и как результат, вечером я погуляла с Джеком, его покормила и вообще поговорила с родителями, с Сашей, с мужем. В общем, был очень такой хороший день. И вот это вот такой первый вывод из этого дня, что иногда просто надо дать себе возможность никуда не бежать. Просто надо выдохнуть и от себя ничего не требовать. И организм в какой-то степени сам себя восстановит. И, кстати, раз уж я стала говорить о каналах, то я хотела бы поделиться с вами очень большой своей радостью, что 2-ю неделю подряд я попадаю в топ-25 авторов каналов моей категории, то есть до 3000 подписчиков. И понятно, что у меня вот сейчас на канале более 4500 просмотров. Понятное дело, что для больших блогеров это вообще капля в море. Я вообще не знаю, как алгоритм считает это, но, видимо, наверное, по темпам роста, по количеству просмотров, не знаю. В общем, я 2-й раз в 25%. Да, это капля в море, это мало, но это значит, что 4500 раз за этот менее чем месяц вы хоть немножко были со мной, вспоминали о Ване, а самое главное, что значит, я кому-то смогла помочь, потому что просто так люди на канал с таким контентом не приходят. То есть это не развлекательное что-то. Это не то, что дает людям радость и облегчение. Да, у меня есть пара друзей, которые с постоянством, достойным лучшего применения, смотрят этот канал и страдают, потому что знают Ваню и тоже плачут. Я им говорю: ребята, не смотрите, вы что, это действительно очень тяжело, это тем нужно смотреть, у кого потери. Но на самом деле, слушайте, потери же, они бывают разные, у всех в разное время, и, может быть, именно поэтому они смотрят. Но в любом случае, я вот сейчас ощущаю, что этот канал перестал быть просто моим дневником. Я, собственно, и начала-то его настолько неожиданно, я до сих пор абсолютно уверена, что это Господь Бог мне передал идею через Ваню. Потому что никогда в жизни у меня в мыслях не было открывать канал. Вообще даже не то, чтобы я когда-то об этом мечтала. Мне Саша говорил все время, что: мама, тебе есть что рассказать, там про церковные темы, такие темы, сякие, открывай канал. Я ему говорю: ты что? Я вообще не тот человек, который будет лезть на публику вот с тем, что рассказывать перед камерой. Это вообще не про меня. И, в общем, очень долгое время я брыкалась, говорила, что это никому не интересно. И в какой-то момент, вот слушайте, вот как молнией меня вот так пронзило, и я за час это все сделала. Я за это благодарю Господа Бога, понятно, и за Ваньку,
человеку, потому что для меня это была возможность и есть возможность помочь людям в память о моем сыне. И уже потом я поняла, что этот канал также помогает и мне. Но вот эти 4500 с лишним просмотров, это говорит о том, что это действительно востребовано, и это нужно людям. И тем, кто мне пишет, каждый день я получаю благодарности от людей, их истории. Мы уже договорились о встрече с двумя участницами, двумя слушательницами, которые живут в Будапеште. И вполне может быть, что это выльется в какой-то офлайн проект, в том плане, что мы сделаем какую-то группу встреч для таких людей, где мы можем помогать друг другу с потерей. То есть я не знаю, куда это меня еще выведет, но я хочу вас поблагодарить, потому что моего решения, моей записи, чего угодно, недостаточно для того, чтобы канал жил. Для этого нужны вы. И опять же, нужны мы все, чтобы мы были вместе и чтобы мы общались, чтобы мы друг другу помогали и друг друга вытягивали. Мне кажется, лучшего способа еще в мире не изобрели, когда люди помогают друг другу, когда люди проговаривают друг друга и делают что-то не ради денег, не ради там просмотров, кликов и так далее, а для того, чтобы нам друг другу сделать лучше. И потом уже выясняется, что, оказывается, и тебе-то тоже от этого становится лучше. Ну вот, а потом мне позвонила женщина, которая преподает в Венгрии цигун. Это есть такая китайская методика лечения, которая очень интересная. Я все время мечтаю ей научиться, но пока времени не хватало. Эта женщина лечила Ваню. До того, как мы поехали в Германию, где-то в течение полугода она с ним занималась. Но цигун как таковой, он не может вылечить, там, скажем, рак, а может быть, кстати, и может. Я не знаю, вообще эти вещи, они много чего могут, но эта женщина сказала сразу, что она себя не позиционирует как целитель, она поддерживает улучшает состояние, поддерживает человека в хорошем состоянии. И действительно, когда она лечила Ваню, он моментально начинал лучше себя чувствовать, у него улучшался сон, уменьшались боли, улучшалось настроение. Причем вот было ощущение, что вот он идет на лечение одним человеком, возвращается другим. И эта женщина просто замечательный человек. Ванька ее очень любил, она его очень любила, и я ее очень полюбила. Она была на похоронах Вани, и у нас вот какие-то сложились такие очень теплые отношения. И вот мы с ней периодически созваниваемся. В процессе мы созванивались, в больнице из Германии и так далее. И вот она мне позвонила, и мы с ней разговорились. И, конечно, речь зашла о Ване, о моем канале. Она сказала: Катя, обязательно продолжай, ты такая молодец, что ты это делаешь, это очень нужно людям, и не переставай, как хорошо, что у тебя есть на это силы. Я говорю: слушай, да я не чувствую, что я делаю это не потому, что вот силы у меня есть. Она говорит: нет, ну знаешь, для этого просто нужно, чтобы человек мог сесть и рассказать, потому что, говорит, у меня болел папа в течение года, и я тоже обрела очень ценный опыт работы с больницами, с врачами и так далее. Я знала, что мне надо это написать, но у меня не хватило сил, потому что я была как выжатый лимон, ну, еще у нее она одна воспитывает ребенка, уже девочка взрослая, но тем не менее папа тоже не сейчас ушел, то есть все равно, когда женщина одна, и у нее нет мужа, нет помощника, и у нее на руках мама к тому времени тоже уже не было, то есть у нее на руках был больной папа в течение года, это, конечно, я могу себе представить просто ужас какой-то, и когда мы с ней как-то поговорили, я уже опять поняла, что да, слушайте, раз вот все со всех сторон говорят, что канал нужен, значит, здорово, что я веду. Потому что, знаете, все время есть такая мысль, что думаю, ну вот как бы не подумали, что я такая всезнайка, лезет в экран, все время хочет что-то показать себя. То есть очень не хотелось мне, чтобы народ так думал, но думаю, ну все равно есть кто будет так думать, ну и ладно. Но тем не менее, все равно как бы я укрепилась в этом. И она рассказывает мне историю из своей жизни о том, что она сама болела онкологическим заболеванием. Причем настолько, что ей давали всего 2%, что она выкарабкается. И, кстати говоря, в общем, помог ей, и вплоть до того, что один раз даже сердце остановившееся завел ей вот тот мастер, который лечил тоже Иваню. Это Ксумин Танк, это практически номер один. Это учитель из Китая, который обучает людей системе цигун.
там возвращает нормальную циркуляцию энергии, помогает излечить болезни и так далее. Но вот у него тоже, он очень хотел помочь Ваньке, у него не получилось. И вот у этой женщины был рак, и она очень волновалась, что будет с ее ребенком. И надеялась очень на свою подругу. У нее была подруга практически как сестра. И она хотела, естественно, на нее рассчитывать во всех, ну, как, естественно, ты думаешь, что когда ты заболел, тебе плохо, тебе помогут. А эта женщина, ее подруга, полностью отстранилась, вообще не звонила сама, не отвечала на звонки, полностью ушла из ее жизни, вот на все время, пока она болела. И вот эта моя знакомая рассказала, что ей было очень тяжело ее простить, потому что она говорит, даже не потому, что она мне не помогла, а прежде всего из-за того, что она не помогла моему ребенку. Я, говорит, поняла, что какие-то вещи, сделанные против тебя, очень простить намного легче, чем те, которые были сделаны твоему ребенку плохие, против твоего ребенка. Она говорит мне, что мне понадобилось больше 8 лет, чтобы принять эту женщину. И вот когда эта женщина обратилась к ней за помощью, моя знакомая ей помогла. И говорит, что самое интересное, она обратилась ко мне, как будто ничего не произошло, как будто так и надо. И вот через 8 лет, говорит, я поняла, что вполне может быть, что эта женщина не помогла, потому что у той незадолго до того, как заболела моя знакомая, очень тяжело уходили из жизни родители. И вполне может быть, что у нее настолько были раны в душе оставлены после этого события, настолько глубоко было ее потрясение от встречи вот с этим ужасом, что она подсознательно не хотела в это опять погружаться. И вот именно поэтому отторгла от себя вообще все. Это делается не специально, то есть не то, что человек сам себе говорит, все, я не буду никому помогать, потому что я сейчас в домике, я боюсь, ничего не хочу. Может быть, и так у кого-то работает, но я думаю, что в большинстве случаев люди это делают неосознанно. Просто это подсознательное желание организма защититься. И вот слушайте, меня в тот момент просто пронзило, потому что я вам говорила в одном из предыдущих выпусков, что меня очень сильно мучает то, что я не могу простить некоторых людей, которые могли помочь и не могли. Причем зачастую мне не нужна была помощь такая серьезная. Мне нужен был просто совет. Что делать, куда идти, к кому обращаться. То есть вот буквально на этом уровне, потому что я попала в такую ситуацию, в которой никогда не была. И у Вани было такое заболевание, которого ни у кого не было. То есть я не встречала еще ни одного врача и ни одной клиники, где бы не говорили, что то, что с Ваней, это абсолютно уникально. То есть вот для всех мы были просто вот пациентом, в котором вообще нифига не понятно. И я не могла, вот я понимаю, я верующий человек, я знаю, что мне надо прощать, и я постоянно себе об этом говорю, что надо прощать, но мне не получается. Я понимаю, что если люди мне попросят о помощи, я помогу, но у меня по отношению к ним внутри отторжение. Таких людей несколько было в моей жизни, и что меня пронзило в этот момент? Я вдруг поняла, что одна из женщин, которая мне не помогла и на которую я очень рассчитывала, именно на совет, да, у нее за несколько лет до этого попала в аварию дочь, она чуть не погибла, ее вытягивали буквально год, там, она прошла через кучу операций, там были проблемы с позвоночником. И вот я подумала, слушайте, а вдруг у нее это тоже была подсознательная реакция, что она не помогла мне именно поэтому. И я вдруг поняла, что у меня по отношению к этой женщине вот это отторжение стало намного меньше. Вот буквально за какое-то короткое время. И вы знаете, для меня это здесь две, как бы, мораль у сказки, у басни такова, да, мы говорим, два важных пункта, которые для меня лично важны. Я бы хотела с вами поделиться. Первый пункт – это то, что как же важно разговаривать друг с другом. То есть вот человеку нужен человек. Об этом говорит христианство, об этом говорит весь наш опыт, что человек – это существо социальное. Потому что очень часто просто одно услышанное слово, одна какая-то мысль заставляет нас переоценить
многое, понять кого-то, изменить свое поведение, изменить свою направленность куда-то. Ну, то есть это насколько же это важно, да? И почему я еще так рада тому, что мы с вами вместе, потому что мы с вами обмениваемся информацией, ведь вы мне посылаете информацию, я вам даю информацию, вы мне отвечаете. И у нас идет вот такой вот круговорот именно общения. И именно мы, виртуально глядя друг другу в глаза, мы говорим какие-то приемы, с помощью которых мы можем выживать. И вторая вещь, которая меня тоже, конечно, в очередной раз, то есть для меня это не новость, но как-то вот я в очередной раз это еще раз поняла. Вот эта женщина сказала, что ну, вот этот учитель Ксуминтанг все время ей говорил: не суди никого, никого не осуждай. Хотя, ну, я думаю, что китаец вряд ли он христианин. Вот. Но тем не менее, вот это было одним из основных правил. Ну, так же, как и в христианстве. Не судим, да не судим будешь. И я поняла, насколько же все-таки это важно, что мы никого не судили. И не потому, что, знаете, получить какие-то блага от Бога за это, там, золотой слиток, который мы потом обменяем на счастливую жизнь, а просто потому, что вот это чувство, когда ты кого-то не прощаешь, оно пожирает тебя изнутри. Оно тебе вредит прежде всего. Потому что, вот, например, те люди, которые мне не помогли, они вряд ли знают о моих чувствах к ним. Вот, ну, прям вряд ли. Они там с Богом разберутся. Почему они этого не сделали, это не мой вопрос. А мне от того, что я постоянно в себе ношу вот это чувство неприятия, совершенно точно плохо. И вот мы же часто не можем даже предположить, что в душе этого человека, почему он не звонит. Вот, может быть, он не звонит, потому что подсознательно хочет защитить себя, хрупкого, несчастного и беззащитного. Может быть, потому что он не может помочь, именно поэтому этого стыдится и боится это выговорить. Тоже такое есть. Да тысячу других причин может быть, и мы потом на этого человека злимся и осуждаем, а, извиняюсь, там осуждать не за что. То есть, скажем так, нам-то прежде всего нужно разобраться с собой. Мы имеем факт, что человек почему-то не помог. Вот нам надо жить с этим дальше и научиться. Вот мне предстоит сейчас работа, потому что понятно, что первый камень был положен, да, в основании вот этой стены, которая должна воздвигнуть между собой и осуждением. Но это не значит, что эта стена сейчас взяла и растворилась. На самом деле это вообще только первый камень. И когда мне удастся полностью построить это, и потом, ладно, по этой ситуации я построю, но насколько этого хватит на всю мою жизнь, я не знаю. И потом еще тоже был такой интересный момент сегодня. Это то, что, вот, представляете, дома сижу, да? Насколько день оказался богат впечатлениями. И еще не все вам рассказываю, потому что еще кое-что придерживаю на другой день, потому что слишком много будет. Я читаю сейчас книгу Роберта Гелбрайта. Это псевдоним Джоан Роулинг, который написал Гарри Поттера. Книга называется «The Hallmarked Man». Я не знаю, как это переводится на русский, потому что я, честно говоря, не думала на эту тему. Как это литературно перевести. Она просто не переведена еще на русский. Дело все в том, что я сейчас не хочу похвастаться, что я такая крутая читаю на английском. Здесь дело в том, что я сама себе дала обещание, что все книги, которые выходят на английском языке, я читаю на языке оригинала. Для того, чтобы не забыть английский язык и поддерживать его на приличном уровне. И поэтому, хочешь не хочешь, приходится это делать. И, кстати, я вошла во вкус, получаю от этого полный кайф. И чем дальше, тем больше понимаю. Но суть не в этом. А суть в том, что я читаю сегодня эту книгу. Это серия детективов, таких написанных потрясающе красивым языком. Очень рекомендую. Даже в русском языке перевод неплохой. Он, конечно, не передает все, но я потом посмотрела. Мне один раз было интересно, насколько я все понимаю. Я посмотрела одну из книг, поняла, что я все понимаю, и что на русском я читать это категорически не хочу. Но, тем не менее, даже на русском перевод неплохой, и стоит прочитать. То есть книги потрясающе написаны хорошим языком, с хорошим психологизмом, живые герои, интересные события, не гора трупов, как это, вот, знаете, вот не боевик, а просто именно хороший, очень добротный, такой классический, обалденный детектив. Там целый сериал, уже сериал, кстати, вышел на телевидении про Корморана Страйка, это детектив, так зовут. И вот там, в этой книге, женщина, героиня, встречается с мужчиной, у которого погиб недавно 20-летний сын, ну, скажем, там год назад 20-летний сын. И ей приходится задавать ему вопросы по этому поводу. Она ему говорит: извините, пожалуйста, за то, что я вас заставляю об этом вспоминать. Я представляю себе, как вам об этом тяжело говорить. Он говорит: вы знаете, говорить об этом
менее тяжело, чем думать об этом с утра до ночи постоянно. И вот я, знаете, опять думаю, боже мой, как будто это для меня писалось. Вот конкретно сегодня это писалось для меня. И насколько потрясающие вот эти вот знаки, которые на тебя вот так вот падают. И я опять думаю, что в результате-то, да, я не ради того начала этот дневник, чтобы выговариваться, а оказалось, что это очень помогает, и что действительно говорить лучше, чем постоянно думать. А когда ты не говоришь, то ты об этом постоянно думаешь. Это о том, как я вам вот эту вот метафору с телефоном, который все время ищет сеть, это вот вечная история. Поэтому, знаете, вот лучше, больше, наверное, ничего и не скажешь про сегодняшний день. Вот этот день совершенно потрясающих открытий. Того, что подтверждает сам факт, что слава богу, что мы есть друг у друга. Слава богу, что есть Ванька, который, да, он ушел, но он есть, потому что он давал и продолжает мне давать божьи подарки. Благодаря него я познакомилась с Моникой, благодаря вот которая слепая с собакой Локи, которая замечательная массажист, и мы с ней дружим сейчас. Благодаря нему я познакомилась вот с этой женщиной, которая сегодня мне говорила. Много что в жизни многих людей я встретила и подружилась с ними именно благодаря нему. Вот это совершенно потрясающая вещь. Спасибо Богу за это, спасибо Ваньке за это, спасибо вам за это, за то, что вы есть, за то, что вы меня слушаете. И я абсолютно уверена, что если, то есть не уверена, я знаю, что если был хотя бы один человек, который услышал одно слово, которое ему помогло, вот это уже тогда бы стоило делать. А я так понимаю, что нас все-таки много, которые помогаем друг другу. И, ребята, давайте дальше держаться вместе, потому что мы с вами друг другу нужны. Человеку нужен человек. Я вас очень крепко обнимаю, люблю всех. Я вместе с вами, со всеми, а вы со мной, я чувствую вашу поддержку. Спасибо вам, мои дорогие. Держитесь, улыбайтесь. Кто не может, старайтесь. Давайте вместе пробовать. Давайте пробовать прорваться, и мы прорвемся. Хорошего дня тем, у кого он только начинается, и спокойной ночи тем, кто ложится. До свидания.